Мама была в ужасе, и она говорила, что ей стыдно, это не профессия, да у тебя ничего не получится. И я на какой-то период их послушала и, знаете, продолжала ходить на свою нелюбимую работу. I'm stepping away, yeah. Just like I am dreaming. Привет, мои дорогие нейл-дизайнеры, начинающие, профи и кто только недавно задумался об этой интересной, увлекательной, творческой, но непростой профессии. Мое имя Светлана Бакланова, и в этом видео я хочу поговорить с вами о важных темах и о том, как простая девочка из маленького городка однажды смогла стать чемпионом нашего необъятного мира. И нет, в этом видео вы не увидите пафоса или самолюбования. Я хочу рассказать вам о том, что если смогла я, значит сможете и вы. Но обо всем по порядку. Сначала я расскажу вам о том, почему важно досмотреть это видео до конца, если мое приветствие вас не смутило, и вы являетесь моим коллегой в индустрии красоты. Так уж сложилось, что независимо от того, на каком профессиональном уровне вы сейчас находитесь, либо жизненном этапе, у вас всегда будут преграды, сложности, либо сомнения. Их много, и у всех они разные. У начинающего мастера одни, у профессионала другие. Когда я начинала и хотела стать мастером маникюра, мама была в ужасе, и она говорила, что ей стыдно, что я хочу стать маникюрщицей, что это не профессия, что не для этого она учила меня в институте и прикладывала для этого огромное количество сил. А также ее поддерживали все мои близкие, знакомые и отговаривали. Когда я говорила, что мастера маникюра очень хорошо зарабатывают, слышала в ответ: да у тебя ничего не получится, не надо тебе это, вот иди работай по своей профессии. И я на какой-то период их послушала и, знаете, продолжала ходить на свою нелюбимую работу. В то время наращивание ногтей набирало огромную популярность, но при этом хороших мастеров маникюра было очень мало. Я находилась всегда в поиске. Я хотела найти мастера, который будет делать классные, крутые ногти и дизайны, что самое главное было для меня. И приходя в салон, очень часто я уходила со слезами на глазах, шла, покупала однотонный лак и просто закрывала свои ногти, потому что мне было стыдно видеть то, что у меня на ногтях. Бывали случаи, когда я приходила к мастеру маникюра и просила: ты мне сами ногти сделай, а дизайн я сделаю себе сама. Ты мне дай там гели, кисточки, там блески, я все сделаю сама. И каждый из этих мастеров мне всегда говорил: Свет, это твое, иди учись на мастера маникюра, ты будешь вообще очень крутым специалистом, ты так классно рисуешь. И вот как-то я попала на маникюр к одной девочке, которая сделала мне классные ногти. Мы с ней разговорились, она мне рассказала о том, сколько мастер маникюра зарабатывает, как ей нравится эта профессия. Опять во мне просто все это загорелось, я просто была так вдохновлена, и она пригласила меня к себе на обучение. Я пришла к ней учиться, но на тот момент, так как родители не поддерживали, у меня даже денег не было купить все материалы, оборудование, она мне поддержала и дала даже их в долг. И я начала работать на дому. Думала, буду совмещать две профессии. И через 2 месяца я набрала полную клиентскую базу. Но хочу отметить, что именно мне удалось набрать эту клиентскую базу так быстро только благодаря тому, что я делала классные дизайны, и потому что, знаете, клиент, когда приходит и видит, как мастер маникюра горит своей работой, как хочется удивить клиента, как хочется предложить что-то новенькое, клиенты это очень ценят. И через 2 месяца я поняла, что у меня настолько много клиентов, что мне уже некогда ходить даже на работу. И я подсчитала, что я на маникюре зарабатываю в разы больше, чем на той работе, которую я не люблю. И я решила бросить. Кстати, на тот период мама еще не знала, что я уже по чуть-чуть маникюрю. Вот. И, значит, первое время я скрывала от нее это все. Я пошла работать в салон. К каждому клиенту я подбирала свой какой-то подход. Я изучала интересы клиента, что ему нравится, какие у него вкусы, какая работа. И каждый раз я пыталась удивить клиента новым дизайном. Через время, когда мы уже
нашли контакт, да, каждый клиент никогда даже не просил дизайн. Он приходил сюда и говорил: Свет, я знаю, что ты мне сделаешь лучше, чем я даже сама могу себе представить в голове. Поэтому они мне полностью доверяли. И на работу я бежала как на праздник. Я горела, я обожала просто свою профессию. Клиентов у меня было очень много, как с моего города, так и с соседних и городов, и республик. У меня даже был случай, у меня были клиентки с Москвы, они очень часто приезжали в наш город в командировку, и вот когда, значит, намечалась новая командировка, они между собой даже спорили, кто в этот раз поедет, потому что они знали, что их основная цель приехать и в командировку, и попасть ко мне на маникюр. Мне всегда оставляли просто очень хорошие чаевые, и я зарабатывала очень хорошо. Мои близкие также не понимали моего увлечения маникюром и как бы осуждали, даже постоянно, знаете, где-то подкалывали, но мне было абсолютно все равно, потому что я очень любила свою профессию и бежала на работу как на праздник. А когда смотрела на них, знаете, когда они, знаете, идут, ползут на свою работу, такие обреченные, не любят ее, постоянно придумывают какие-то поводы, какие-то больничные, чтобы не ходить на работу. Я всегда на них смотрела и думала: боже мой, какой я счастливый человек. Я работала без выходных, праздников, отпусков, с раннего утра до поздней ночи, потому что мне очень нравилось то, что я делаю. И у меня появилась мечта открыть свой салон красоты. Мне так этого хотелось. И что я слышала от своего окружения? Да, у тебя не получится, да кому это надо? Опять куча осуждений. Но я никого не слушала никогда и потихоньку шла к своей цели. И знаете, когда через время мне все-таки удалось купить помещение и открыть свой салон красоты, эти же люди, которые меня осуждали, все сказали: тебе повезло. А я всем говорила: да, мне безумно повезло, потому что я обожаю дело, которым я занимаюсь. И вот, казалось бы, моя мечта сбылась. Наконец-таки у меня есть салон красоты, то, к чему я так стремилась. Но я сталкиваюсь опять с новыми сложностями, ведь я совершенно не разбираюсь в бизнесе. Я далека от бухгалтерии, как правильно все это устроить. И опять начинаются переживания, нервы, бессонные ночи. Мне было очень страшно, и я, как, знаете, как котенок просто в темной комнате не знала, что мне делать. Но я преодолеваю и эти сложности. По чуть-чуть, там научишься. И через время то, чего я когда-то боялась, стало для меня обычным, простым, и мой салон стал просто для меня и для моих мастеров, для моих клиентов просто домом, куда они приходили всегда с радостью. Отступая от темы, могу сказать, что я безумно люблю свою работу, но не отрицаю, что она достаточно сложная. Но именно она дала мне те возможности и открыла для меня те горизонты, о которых я просто даже никогда не мечтала. Впоследствии я задумалась о обучении мастеров и параллельно начала принимать участие в чемпионатах. И опять я слышу от окружающих: да кому нужны твои ногти? Да ничего у тебя не получится, да не сможешь ты преподавать, да что ты там умеешь? Опять они мне навешивают вот эти страхи, сомнения. Говорят мне: да есть у тебя уже салон, есть у тебя уже магазин, работают эти мастера, есть клиенты, да все у тебя уже есть, чего ты хотел, да живи ты спокойно, зачем тебе это все надо? Никому твои ногти не нужны. Но мне хотелось чего-то большего именно в творчестве. Мне хотелось сделать крутые, какие-то фантастические работы. И как раз в тот самый момент у меня в салоне не было красивой рекламы. И я думаю: ой, я сейчас сделаю крутой постер на чемпионат, и его же буду использовать в качестве рекламы для своего салона. И я поняла, что чемпионаты — это именно то, чего мне так сильно сейчас не хватает, потому что я выплескиваю там всю свою творческую энергию и делаю именно те работы, которые я хочу. Наделаю там красивых маникюров, фантастических постеров, работ, и моя душа пляшет и танцует. За год я завоевала 28 первых мест в России и 2 первых места на чемпионате мира и на чемпионате Европы. И опять я слышу от окружающих: да угомонись ты, да зачем тебе это нужно? Да кому нужны эти ногти, кому нужны эти рисунки? И на чемпионатах меня заметили и стали приглашать с курсами. А у меня и курсов-то тогда еще не было, потому что я просто делала
это все для души. И выкладывала это в Инстаграм. И тогда я бросила работу с клиентами и села составлять программы по росписи, моделированию ногтей. Меня пригласили в Москву и в Испанию с курсами. Я невероятно боялась, волновалась. И опять же все меня осуждали. Ты куда ты собралась ехать? Да успокойся ты. Но я никогда не сдавалась. И когда я провела свои первые курсы в Москве и в Мадриде, я получила огромное количество положительных откликов от своих учеников. И тогда я поняла, что это именно то, что я хочу. Мне так это понравилось. Мне было настолько круто видеть результаты, которые получаются у моих учеников, которые приходили, не верили в себя, и уже даже за один день обучения их профессиональные навыки вырастали. Казалось бы, все хорошо, я нашла работу своей мечты, мои курсы расписаны на 2 года вперед, но я сталкиваюсь с новой проблемой. Ведь я живу очень далеко от Москвы, и добираться мне каждый раз в новый город очень сложно. Я прихожу к выводу, что мне нужно переезжать в Москву, и все начинать заново. А как же мой салон? А как же мои девочки? А как магазин? И как бы это ни было сложно и больно для меня, но мне пришлось его продать. Если честно, душа болит до сих пор. И я начала все заново, пока на тот момент еще в малоизвестной для меня профессии это преподавание. И как вы уже заметили, ни в одном из моем жизненном этапе нет затишья, всегда есть какие-то страхи, сомнения и переживания. Кто это понимает, тот дольше остается в деле и добивается своей мечты. Причем не однажды, а каждый раз снова и снова. Можно сказать, что это превращается в привычку готовности ко всему. И для женщин сейчас, в наше время, это особенно актуально, когда мы должны рассчитывать только на свои силы. Когда становится трудно, очень важно не сдаваться, а наоборот идти как можно быстрее к своей новой цели. Становиться лучше, совершенствоваться, какие бы ни были обстоятельства. Проблемы с ипотекой? Окей, я возьму больше клиентов. Клиентов стало меньше? Хорошо, я буду делать еще лучше ногти. Буду самой лучшей в городе, районе, регионе. Нет сил работать? Налейте мне кружечку чая, кофе, дайте мне перекусить, а дальше я справлюсь сама. Даже когда кажется, что все пропало, это не так. Наш женский ресурс готов творить чудеса, и они начинаются с веры в себя. Поверьте в себя, и в вас поверят окружающие, когда увидят, что вы всего добились сами. Я вам точно говорю, оно того стоит. Ни один подарок или сюрприз не стоит того, что вы можете сделать своими собственными руками, и за что вы скажете спасибо себе, и только себе. Поэтому я буду очень рада быть тем человеком, который покажет вам путь к вашей мечте. Не благодаря везению или случайности, а благодаря вашему собственному труду и вашему таланту, как делала когда-то я и как делаю я сейчас. Скриптом хочу добавить, что спустя 10 лет мама поняла, как она была неправа. На определенный этап мне в салон нужен был помощник, и я пригласила маму к себе на работу. Она согласилась, погрузилась в эту атмосферу, поняла, как же важно, когда у человека есть мечта, когда он ее добивается, когда он любит свою работу. И сейчас она мной очень гордится. Через время работы в салоне она посмотрела, как хорошо зарабатывают мастера маникюра, подошла ко мне и говорит: пожалуйста, научи сестру тоже делать ногти. И моя сестра тоже мастер маникюра, и у нее есть свой салон, и она также обожает свою работу. И говорит мне: почему ты меня сразу не заставила заниматься ногтями? Ведь я ей много раз предлагала, а она отказывалась. Поэтому, девчонки, верьте в себя, верьте в свою мечту, добивайтесь своей цели и не слушайте никогда никого. Тогда вы будете абсолютно счастливы в этой жизни. Всех люблю!